Сегодня мы разберем 367-ю главу манги Черного Клевера, поразившая меня даже сильнее, нежели слой Астер в 366-й. Ведь сегодня мы узнаем его тайный козырь против Люциуса, который наверняка приохереет, увидев, какая жуть движется в его сторону. Ну а также Табата все еще не забывает прошлые главы и постепенно вливает информацию в нынешний сюжет. И еще напоминаю, что прочитать свою любимую манху Маньхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 367-я глава манги Черного Клевера, переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку, так что я надеюсь на вашу поддержку за такой скорый выпуск глав. Ни для кого не было секретом, что Аста одержит победу в сражении с паладином Дамнатио, ведь абсолютно все факты прямо говорили об этом. Это и его обучение в стране Хина, и его нынешняя стойкая решимость, и в целом та ситуация, в которой оказались черные быки, сражаясь со святым рыцарем Люциуса. Однако конкретно на самого Киру Аста не держал зла, видимо даже не сердился на него за то неоправданное обвинение, ибо сам главный герой сказал, что обязательно спасет его, но пока ему следует отдохнуть, поскольку, как вы уже наверное знаете, даже новая техника Астера пока что не способна полностью разрушить влияние заклинания души антагониста, переводя противников после разрушения их формы Святого Рыцаря в состоянии крепкого сна. Так что, видимо, для того, чтобы оказать помощь тем, кто оказался в руках Люциуса, нужно уничтожить сам источник проблем. Но пока у нас нет уверенности, что это действие поможет на 100%, так как изменение чего-то в душе может иметь и характер невозвратных вмешательств, а может быть только антагонист и может это остановить по собственному желанию. Это еще нам предстоит в будущем узнать, да и вообще интересно почитать, что вы думаете по этому поводу. Сам же Дамнатио, потерпев поражение, был шокирован, что его спасителями стали именно черные быки, которым он доставлял множество проблем как в прошлом, так и сейчас. Но теперь важной задачей было спасение ребят из отряда черных быков, ведь заклинание Нера не бесконечно, а урон они в этой битве получили нехилый, что буквально в любой момент могли оказаться на том свете. Но этого не произошло, поскольку королева ведьм, применив свою магию крови, смогла спасти всех раненых, даже Гошу и Грей, получивших самый критичный урон в столкновении с паладином. Это просто прекрасно, ибо аномальный отряд все еще остается в строю, а значит и Люциусу они добавят проблем. Вот только всего этого не произошло бы, если бы Нера в тот самый момент не запечатала урон своих товарищей, поскольку не сделай бы она этого, в противном случае даже королеве не было бы уже кого спасать. Так что Нера была очень счастлива, что ее магия смогла быть полезной для тех, кто ей дорог. Однако, излечив такое огромное количество раненых, ведь пострадали не только быки, но и обитатели леса, королева ведьм истратила большую часть своих сил. Что уж там говорить, она даже начала стареть, только подтверждая тот факт, что у нее осталось действительно мало сил. Плюс еще мы не знаем, сколько маны было потрачено на запуск врат судьбы. И для меня эта ситуация стала очень печальной, ибо теперь шанс того, что мы сможем увидеть мощь всех знаний королевы ведьм в бою, очень сильно снизились. А я ведь так надеялся увидеть ее в настоящем сражении. И так как королева ведьм теперь уже не обладала тем могуществом, что раньше, она хотела, чтобы новой королевой стала Ванесса, которая была просто ошарашена таким предложением. Да и скорее всего она этого и не хотела. Но тут в разговор подключилась Дороти, говоря, что она согласна была занять эту должность, поскольку за 10-20 лет жизни в свое наслаждение она смогла получить достаточно удовольствия от жизни, что теперь готова даже вернуться в ведьмин лес, сказав даже, не возражает ли от этого предыдущая королева ведьм, что прозвучало достаточно забавно, будто именно Дороти управляла ситуацией. Да и в целом мне кажется, что она больше подходит на должность королевы ведьм, чем Ванесса. Руж и управление судьбой — это, конечно, имба, но вот и мир грез тоже очень мощное оружие. Да и если бы Ванесса
Аса стала королевой ведьм, она бы наверняка больше б не покидала пределов леса, а значит черные быки потеряли бы полезного товарища, способности которого могли бы жестко зарешать в сражениях. Однако хоть лес и получил новую королеву, но вот противник от этого слабее не стал, а значит им все еще предстоит хорошо постараться, чтобы их снова не убили. И поэтому предыдущей королеве ведьм стало интересно, был ли у Асты какой-то план или же козырь в рукаве, чтобы сразить противника и при этом не потерять дорогих людей. На что главный герой с благодарностью ответил, что у него все же был припасен козырь. После чего нам показывают небольшой флешбэк со стороны восходящего солнца, в котором Рю поинтересовался у паренька, не является ли одним из свойств антимагии то, что она может наделять другие объекты антимагической силой, напоминая ему тот случай, когда он своими руками превратил катану Ями в антимагическую. И затем, достав меч демона-обитателя, Астер демонстрирует обратный прием Лихта, раздав антимагическую силу черным быкам, создав просто невероятный, мега-имбовый, сильнейший отряд черных быков. И это, ребятки, действительно просто супер баф, который переплевывает заклинание Неверленд Юна в несколько раз. И кто-то может сказать, да что тут такого имбового, ну раздал и раздал, уже не раз это видели. Однако вы представьте, быки и до этого были сильны, а теперь, обладая антимагией, они смогут такое вытворять. Это и лучшее противодействие против вражеской магии. Теперь на самых черных быков будет хуже, а может и вообще не смогут действовать вражеские заклинания. Возможно, это даже законтрит влияние магии времени Люциуса. И это только то, что пришло мне в голову сейчас. Кто знает, вероятно, этот баф Асты сможет даже изменить свойства магии быков. Ибо вы просто посмотрите на молнии Лака, на волосы Генри и то, как у Нера появились крылья и два хвоста. Я уже просто не могу сидеть на месте от ярого желания поскорее увидеть продолжение, ибо это действительно невероятно. И еще, вас вообще не удивляет тот факт, что Аста раздал силу антимагии черным быкам, силу, которая поглощает ману людям, которые ею обладают. Уже только это кажется невозможным, но я думаю, те люди, которые следят за моими роликами по крайней мере год, знают, что я неоднократно упоминал о возможности взаимодействия антимагии и магии. И вот сейчас Табата демонстрирует это на деле. Наконец-то автор начинает давать возможность главному герою использовать силу мечей на полную. Но знаете, что будет еще круче этого? Так это если Аста поделится антимагией с Юна и Ноэль. И вы только представьте, насколько сильно увеличится мощь этой имбы, которая даже сейчас ужасно сильной, а получив баф от своего друга Асты, он станет просто имбищей. Уф, как же хочется посмотреть выражение лица Люциуса, когда он увидит этот, по сути, демонический отряд. Как же я жду следующую главу. Думаю, так же, как, собственно, и вы тоже. Ну и еще, не забывайте, что прочитать свою любимую мангу, и не только, вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев по поводу следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.